Давайте сразу еще одну страшилку посмотрим. Это какой-то новый, ребят, канал НСК Шоу. Конечно же, подписочка, колокольчик обязательно тоже вот так вот делайте, чтобы колокольчик названивал, ребят. Спасибо всем тем, кто это делает, и спасибо всем за подписку. Добро пожаловать на канал. Так, значит, странные вещи, записанные на камеры видеонаблюдения. Поехали. Давайте сразу посмотрим. На рынке товаров продавцы предлагают огромное количество беспроводных камер видеонаблюдения от различных брендов. И не секрет, что их популярность неустанно растет. Поэтому люди то и дело приобретают эти полезные гаджеты для дома и офисов. Привет, вы на канале НСК Шоу, и надо признать, что иногда в их объектив попадают достаточно сумасшедшие вещи. Сегодня будет интересно. Ставьте лайк, и мы начинаем. Странно. Так, надо... Ля, дура! Так, лайкосик надо сразу поставить, потому что я тоже всегда забываю. Ты тоже не забывай. И автору, и мне завести палец вверх. Спасибо. Незнакомец. Порой действия других людей могут быть не то чтобы странными, а вообще не объяснимыми. Нет, это и вообще не странно. Это вот это... Это вот сейчас, подожди, вот сейчас сейчас солнышко пригреет, их сейчас на улицах их больше появится, так что держу в курсе. 12к, Так, спасибо. например, что могло прийти в голову этого мужчины для совершения такого шокирующего поступка? Пожалуйста. Дело в том, что он был снят камерой наружного видеонаблюдения в тот момент, когда облизывал дверной звонок. Но самое шокирующее здесь даже не это. Оказывается, все это действо происходило на протяжении 3 часов. Чего? Да, вы не ослышались. Также он украл удлинитель и, по-видимому, справил нужду во дворе. Семья, проживающая в доме, не была лично знакома с этим странным ночным гостем. Но полиции все же удалось установить личность нарушителя. Им оказался 33-летний Роберто Даниэль Арейро. А вот зачем он спер удлинитель, так и осталось загадкой. Проникновение... Может тоже это... пойти лизануть он в соседнем офисе? Нет. А что такого? Нормально? Нет. Встал и в дом. наяриваешь. Представьте себе такую картину. Вы приходите домой и вдруг видите, что некоторые вещи в вашем доме перевернуты, разорваны, одним словом, повреждены. Какие ваши действия? Наверняка вы сразу же посмотрите, не пропало ли что-то ценное, Всё а правильно. затем вызовете полицию. Так поступила и эта девушка, проживающая в доме недалеко от леса. Единственное, она еще добавила к этому списку Нихера себе, там не дом, там какая-то музыкальная шкатулка, алло. У вас тоже в доме по 15 камер стоит? просмотр записи с камеры видеонаблюдения, которая была установлена в ее доме. Но то, что она увидела, просто повергло молодую хозяйку в состояние шока. Все дело в том, что в ее дом вломился самый настоящий медведь. Но почему он это сделал? Может быть, там пахло едой? Или он... Пошел, говорит, в туалет ночью пописать, заодно и покакал. Вот это вот вообще нормально? Нормально. Все хорошо вообще? В общих чертах, в целом? Ну ты представляешь просто? Он искал укрытие от дождя. Достоверно неизвестно. Как это мило. Однако, очутившись внутри, Укрытие у него, от видимо, дождя. появились другие планы. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как хищное животное вальяжно осматривается внутри, а потом и вовсе пробует поиграть на пианино. Очевидно, это было очень культурное животное. Неудачное ограбление. Это нам скоро в этот лететь. Опять на Эльбрус в горы. Вот этих вот ребят я очень-очень боюсь. Я вам честно скажу. Самая вообще стрёмная херня, которую вообще можно встретить, это вот эти вот ребята. Вот эти вот. Вот это... Вот эти вот ребята, они сейчас не особо Они мирные, да? Они только просыпаться сейчас начинают с берлог. И уже мне сказали, по горам ходят. А сейчас мы приедем, это получается еще 10 дней пройдет, их еще больше проснется. Культурное животное. Помянем. Неудачное ограбление. Ну а сейчас хотелось бы вам показать довольно странное видео неудачного ограбления, которое также удалось зафиксировать на камеру видеонаблюдения. На экране Ага.
встретишь, говорит, медведя, притворись мертвым. Блин, не верил. Не верил, нет. Я у местных спросил, работает ли это? Знаете, какой был ответ? Я без шуток говорю, я спрашивал. И не только я. Это по-моему, даже на стриме, да, это было? Кто смотрел стрим? Мне сказали, в принципе, это работает. Если, типа, встречаешь медведя, надо притвориться мертвым. Но доказательств, говорит, этого нет. Вот, так что, ну, тут очень спорно. То есть, в принципе, притвориться можно. Так скажем, упростить задачу Миши. Так что, ребят, не верьте в эту херню. В экранах вы можете увидеть, как какой-то мужчина подходит к черному входу магазина. Вероятнее всего... Что делать? Для меня это очень большая загадка. Что делать, чтобы отогнать медведя? Мне сказали следующее. То есть, допустим, есть два варианта развития событий. Три. Первое — это воспользоваться общим советом и притвориться мертвым. Тогда можно вообще не притворяться, в принципе, уже будет. Вот. Второй вариант. У местных спрашивал на Эльбрусе, они говорят, типа, мы когда костры разжигаем ночью всегда горит костер. Всегда. Он говорит, то есть это испокон веков было, что горит костер, и в костре всегда лежат какие-то палки здоровые или что-то такое вот, или сучья какие-то, да, деревьев. То есть то, что можно воспользоваться как, короче, палкой, как факелом. Потому что вот эти животные, все волки, медведи, они очень боятся огня. То есть, ну, у них это есть. Поэтому здесь как бы, ну, спорная такая, знаете, ситуация типа хз. Говорят, что можно, типа, заорать на Мишу и там, знаешь, типа, попытаться его испугать. Но мне кажется, что... Ну, вы вообще себе представляете, что это такое? Медведь на Эльбрусе, мне сказали, когда он встает на задние лапы, в среднем под 3 метра медведь. В среднем 3 метра. У меня есть к вам вопрос. Вот вы себе как это вообще представляете? Ты такой бежишь, о, блядь! Медведь такой, Зачем его только из больницы выпустили? no. До свидания. Этот воришка стоял на стреме. Буквально через мгновение в кадре появляется еще один человек, который в своих руках держит несколько камней. Он замахивается и запускает булыжник прямо в стекло, стараясь разбить его и проникнуть внутрь помещения с целью ограбления. Это что за Тима, бля? Это моя типичная Тима в любой игре, в компьютерных играх. Это 100%. Это вот это вот моя Тима. Слушайте, я как в КС-ку зашел. Однако камень отпрыгнул Вот, от прочной стеклянной поверхности и четко устремился прямо в бля. голову тому самому мужчине, Headshot! Godlike! который стоял на стреме и контролировал ситуацию. От внезапного удара тот упал на землю и потерял сознание. Но самое странное, что грабитель даже не обратил внимания на потерю бойца. И как ни в чем не бывало, продолжил атаковать крепкое стекло. Однако и тут его ожидала неудача. Второй булыжник точно так же отскочил, но уже устремился в голову самому нарушителю. Собственно, его ожидала такая же участь, как и своего подельника. Кража кота. Бля, чё? Мы, говорит, всем отделом угораем. Прикинь, менты сидят такие по камерам смотрят. Бля, говорит, может поедем? Да не, они, говорит, сейчас сами выпилятся, нормально все. Не обращай внимания, говорит, сейчас сами выпилятся, пацаны. Не, ну может съездим? Да. Это тупой еще тупее, да-да-да.
То, что вы сейчас увидите на У своих... нас, говорит, алло, говорит, это милиция, да, у нас, говорит, это на нашей делянке, говорит, студентики самоликвидируются. Кто помнит фильм этот? экранах однозначно смешно Ой, и боже. странно. Это такая себе попытка кражи кота, которая по счастливой случайности была снята на камеру видеонаблюдения. Попытка Таинственная кражи незнакомка потихоньку подкрадывается к пушистому животному, который бездельничал на крыльце дома, и пытается его схватить. Фильм, да, называется, кстати, кто не смотрел, «Убойные каникулы». Посмотрите, поржете. По-моему, «Убойные каникулы». В смысле, а чем кошка-то привлекла? Обычный кот. Скорее всего, она действительно ставила себе за цель своровать этого красавчика, поскольку дальше к дому подъезжает автомобиль, водитель которого ждет, когда похитительница сядет внутрь с животным. Однако все оказалось не так просто, как они думали, потому что удержать в одной руке разъяренного кота, а второй попытаться открыть дверь – это задача практически невыполнимая. Конечно же, для женщины эта история закончилась не слишком благополучно, поскольку она явно получила парочку царапин от этого животного. Ну а вот сам кот успешно сбежал Пушистый ублюдок не так прост, каким он казался. и вернулся обратно на свое крыльцо. Враг в отражении. В городе забайтил. Анталия, Турция, в 2018 году произошел по-настоящему курьезный и одновременно странный случай. Камера видеонаблюдения в помещении стрелкового клуба зафиксировала необычный инцидент. Дело в том, что внутрь проник грабитель, одетый в толстовку с капюшоном и кепку. Он сумел пробраться в помещение поздно вечером через разбитое окно и спрыгнул со стола. После этого вор направился в большую комнату, Разбежавшись, прыгнул со стола. очень осторожно и не спеша. Как можно понять из видео, он не был в курсе того, что там расположено огромное зеркало на полстены. Поэтому даже совсем не удивительно, что, как только увидев собственное отражение, мужчина испугался и бросился бежать. Как можно самого себя вот в отражении не узнать? Вы мне можете нет сказать? Как? Ну ёб твою мать, как? Если только под чем-то он, я не знаю. Бежать со всех ног. Однако выглядело это все равно как-то странно. К тому же вместе с ним начал убегать и его напарник, который, ничего не понимая, ждал его на стреме перед выходом. Бушующая стихия. Эти кадры удалось снять одной молодой паре, проживающей в Там темно было. Ну тогда техасском возможно. штате Саннивейл. Ужасная стихия обернулась для жителей настоящим торнадо. Но что удивительно, он не смог пройти мимо этого дома и попал в объектив внутренней камеры видеонаблюдения. Не стоит переживать, сам дом уцелел, его задело лишь Нихера частично. себе. Однако входная дверь, которая влетает внутрь помещения, создает поистине впечатляющее Я зрелище. не пойму, у них какой-то, у Ниф-Нифа, у Наф-Нафа, что ли, там дома? Которые улетают постоянно куда-то. Ты иди попробуй наш дом, этот, Сталинку нашу снеси. Мне кажется, весь город рухнет, он стоять будет. Мистическое свечение. Пожалуй, не зря слагают целые легенды о том, что в музеях могут жить призраки и привидения. Только посмотрите на эти кадры, которые смогла запечатлеть камера, установленная в историческом музее латвийского города Даугавпилс. На видео можно увидеть, как в ночное время в одной из комнат пролетают небольшие неизвестные объекты, излучающие свечение. Люди, которые впервые посмотрели этот ролик, часто говорят, что траектория их движений очень похожа на какой-то танец. Пушистые шмели. Объясните им, что это просто два шмеля, два друга летали. Или даже игру. Обратите внимание, как основной объект словно появляется из пола, а затем не спеша проплывает мимо камеры, а потом поспешно скрывается в районе потолка музея. Возможно, кто-то скажет, что видео не имеет ничего общего с реальностью, Конечно, и ничего. даже подстроено специально. Это Но на мистические первый шмели. взгляд все это выглядит реалистично А. и очень мистически. А как думаете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях под этим видео. Будет очень интересно почитать. Жук майский, говорит, пролетел. Медведь-воришка. шляпа. Уж так сложилось, что у всех американских домовладельцев уже долгое время Это фея. существует одна Это очень фей. насущная проблема. Так называемые пираты крыльца. Это все те, кто ворует вещи прямо у двери дома.
Однако кто бы мог подумать, что таким воришкой вообще может оказаться медведь, который явно нашел себе новый способ заработать на жизнь. Правда, он быстро был разоблачен, поскольку его сняли камеры видеонаблюдения. Но это не меняет то, что вряд ли кто-то станет предъявлять животному какие-то претензии. Так вот, хищник спокойно подходит к входной двери, осматривается вокруг и замечает привлекательную... А тут ты в школу собираешься с портфелем. Больше, говорит, я в школу не хожу. Учусь теперь на удаленке. коробочку. Он ее хватает и скрывается с места преступления. Почему его внимание привлек именно этот объект? Может, изнутри пахло каким-нибудь... Не, ну вы представляете, ну вот просто вот давайте вот представим эту картину. Ну ты с утра, я не знаю, с похмелуги, вчера со своим другом поиграл в танки, встретился с ним, сходили в баню, так скажем, роняли мыло по очереди. С утра просыпаешься, ну, артоводы. Проснулся с утра, пошел на работу. Тут просто, ты представляешь, ты дверь открываешь, и стоит у тебя просто медведь, блядь, на пороге. Медведь, Карл, медведь. Не собачка, не кошечка, медведь. праздничным угощением, как думаете? Так или иначе, начеку надо быть всегда, как говорится, поскольку ворами иногда могут оказаться не только люди. Розыгрыш в лифте. Многие люди испытывают страх запертого пространства, поэтому не слишком хорошо относятся к лифтам. Как оно называется, не помните? Боязнь замкнутого пространства. Какая-то там фобия. Арахнофобия — это пауки. А, клаустрофобия, во. Клаустрофобия, точно. Кто-то даже предпочитает клаустрофобия, подниматься да-да. по лестнице на Забыл 15 простое этаж, лишь бы не садиться в этот гроб на тросе. Слушай, а есть у кого клаустрофобия? Я, знаешь, что боюсь? Я боюсь, когда вот... Слушайте, ну, наверное, я все-таки... У меня тоже есть, наверное, какая-то клаустрофобия, потому что... Подождите, где-то что-то было у нас. Ну, типа вот когда где-то, вот знаешь, прям вот плотно. Ну, не просто там в лифте стоишь и много народу, а вот знаешь, вот где-нибудь там куда-нибудь ползешь, вот знаешь, вот стрёмно, типа где-нибудь застрять. Наверное, вот у меня тоже есть какая-то вот эта клаустрофобия, если это правильно так называется. Так-то нет, ну, в обычных ситуациях я этого не испытываю, но вот типа куда-нибудь полезть и застрять, вот это вот, ну, наверное, да, стрёмная вещь. То есть, знаешь, когда типа ты будешь постоянно сжат со всех сторон. Думаю, таких людей станет в несколько раз больше наверно, после этого пранка, который решила сделать одна американская компания для своих работников. Конечно, сразу понятно, что чувство юмора у руководства есть. Но вот кто потом будет возмещать ущерб перепуганным людям с седыми волосами, непонятно. Ну а как по-другому реагировать, когда в кабине лифта ты один, и под тобой словно проваливается пол и создается странное ощущение, что сейчас придется лететь вниз? Если честно, пранк, конечно, неплохой, но вот пережить его на своей шкуре, думаю, не хотелось бы никому. Как видите сами, в нашем удивительном мире и правда часто происходят немного сумасшедшие... Да. Пранк, говорит, неплохой. Вышел так, седые волосы, знаешь, поправил. странные, а порой и необъяснимые вещи. Собачьи шалости. Собаки, безусловно, являются очень светлыми, преданными и радушными существами, действия которых порой вызывают радость и неподдельный восторг. Но вот иногда они способны по-настоящему удивлять, а кого-то, возможно, даже немного шокировать. Так, например, очень интересно наблюдать за этими животными с камер видеонаблюдения, когда они думают, что их никто не видит. И вот вам прямое тому доказательство. Эти кадры были записаны на пороге дома одной американской семьи. Как он, эта порода называется? Очень красивая. Доберманы? Чи не доберманы? Я не разбираюсь, ребят, особо. Как порода называется? Которой очень повезло с питомцем. В чем? Да просто этим милым людям доберман. даже не нужно выгуливать своего пса. Он все делает Кто шарит за самостоятельно. породу? Доберман? Вышел на улицу, сделал все свои доберман. дела и вернулся обратно, позвонив при этом в дверной звонок. Удобно, не правда ли? Ну а на сегодня это все. Не забывайте оценивать видео, ну и конечно, подписывайтесь на канал. Кстати, я где-то видел, и кошки типа на звонке висят, и собаки, видишь, звонки звонят. У меня только сосед-придурок в бывшей квартире в дверь стучал. Вот это да. Вот это вот есть проблема.
Так что как так. Слушайте, ну прикольные видосы, на самом деле. Ничего страшного я не увидел, но очень прикольный видос. Спасибо, что порекомендовали, ребят, каналчик НСК Шоу. Подписался, колокольчик поставил.